Хер знает почему, короче, вот завис еще. Окей, продолжим. Торговая система, ребята, это очень важная, самая важная вещь в трейдинге. Если у вас не будет торговой системы, где будет прописаны все условия для вашего входа и для того, чтобы вы пропустили. Да, просто если сказать красный свет и зеленый свет. Правила красного света и правила зеленого света вы должны прописать. Иначе у вас будет просто торговля в хаосе. То есть у вас не будет правил, у вас не будет четкой дисциплины. Дисциплина вырабатывается, когда у вас есть порядок действий. Вам нужно сначала выработать вот этот порядок. Пусть он даже будет в начале, это будет всегда, надо сначала начинать с самого простого. Задайте себе вопрос, что вы лучше всего понимаете, да? Какую концепцию? Что вам легче торговать? Какую модель? Вот надо начинать именно с этого, с того, что вы лучше всего понимаете. И надо развивать именно вот это направление, где вы понимаете хоть что-то, чем прыгать на разные концепции, чем тратить время на прочую ерунду в поиске какого-то святого Грааля. Надо смотреть в том направлении, что вам дается. Понять это проще простого, да. Когда вы торгуете какую-то модель, то вы это лучше получается именно торговать по этой модели, либо по этой концепции. И надо развиваться именно в этом направлении. Как только вы начнете в движение в этом направлении, допустим, пройдет день, пройдет неделя, пройдет месяц, и просто посмотрите потом назад, на каком уровне вы были на старте и на каком уровне вы находитесь сейчас. Насколько улучшилось ваше понимание уже спустя, вот, допустим, месяц, неделя. И затем просто представьте, если вы будете также плотно работать в течение 6 месяцев, либо года, на каком уровне вы будете уже потом. Надо начинать всегда с простого, не надо прыгать сразу на сложное. Здесь я в основном обращаюсь к своим студентам. Вот, допустим, вот мы начали по концепции PO3 AMD, да? Как только вы уже поймете, как с ним работать, как надо торговать по этой модели, нужно к нему уже подключать постепенно другие методы анализа. Квартальную теорию или MXM модели. Либо же профили. Недельные профили, там, дневные профили. Вот, допустим, вы уже выучили концепцию PO3, затем, что ближе к вам по пониманию. MMXM, квартальная теория, либо Double Purge. Выбираете из них опять одну и начинаете также работать с ней. То есть только по этой концепции. Допустим, квартальная теория. Да, вы выбрали квартальную теорию и начинаете чисто по ней делать. Сначала также на истории. Вот, допустим, вот она. У нас здесь вот пятница, да? Начнем с пятницы. Квартальная теория. Обычно, значит, первое у нас Q1. Смотрим, что делает Q1. Ага, здесь прошлый цикл, конец прошлого цикла, какое движение делает. То значит, одностороннее направленное движение в лонгом направлении. И это также продолжается в Q1. Значит, это что? Это значит X уже. Ага, если это X, значит модель формирования дня у нас будет XAMD. В таком случае мне нужно просто пропустить фазу аккумуляции,
торговать там бесполезно, потому что цена будет находиться в аккумуляции. Мне нужно искать момент в Q3, когда цена будет делать манипуляцию. Окей, если то таким образом вы будете делать анализ, значит, отмечаете просто фазу Q2, аккумуляцию, и ждете первый, опять-таки здесь снова приходит у вас, смотрите, вы выучили концепцию PO3, и теперь на квартальной теории, когда делаете анализ, накладываете этот PO3. Вот у вас аккумуляция, и после аккумуляции должно быть что? Манипуляция. И вот первое движение после аккумуляционной фазы это будет манипуляция. И вот манипуляция происходит у нас куда? На buy side. Пробой buy side. Здесь дожидаетесь слома структуры смещения, формирования displacement candles. Как только будут сформированы displacement candles, вы должны уже искать позицию в шортовом направлении, поймать дистрибуцию. И таким образом у вас теперь уже в арсенале будет не одна концепция, а уже две. Квартальная теория и PO3. Если вы сюда уже, допустим, вы также сначала на истории выработаете насмотренность по квартальной теории, потом будете уже по ней делать анализ для входа, тоже на истории, затем только будете работать на реплее и в свою торговую систему внесете уже условия по квартальной теории, да, допустим, будете писать, если Q1 у меня будет в аккумуляции, явная аккумуляция, я жду манипуляцию в Q2. Если в Q2 я увижу слом структуры MSS плюс SMT-дивергенцию, я ищу вход. Если я не увижу слом MSS, все такое SMT-дивергенцию, я пропускаю. Я жду до формирования SMT-дивергенции. И теперь, ребята, чтобы выработать уверенность в том, что ваш сетап точно отработает, как это делается? Как вы, как можно достичь уверенности в том, что именно этот сетап, допустим, именно эта система, порядок вот этих правил принесет вам удачу? Это все проверяется на истории сначала. Да? На истории. Вот обычный пример. Вот у нас здесь слом. Первое, что у вас должно быть в торговой системе, я должен дождаться SMT-дивергенции. Первое, да? Окей, вот здесь у нас SMT сформировалось между месяцами. Второе, я должен дождаться. Пока не будет SMT, я ничего не делаю. Я просто наблюдаю. Это уже должно быть прописано. Вот у вас здесь слом через цист. Есть. Так, displacement candles есть. Ага. И вот здесь у вас точка входа. Затем таргет. Относительно равные хаи. Окей, здесь вошли, бам, достигли. Записывайте свой торговый журнал. Первая сделка. Профит. РР, допустим, 1 к 3, 1 к 4. Все, записали, двигаемся дальше. Таким образом, когда вы сделаете, пусть это будет на истории, не обязательно на реплей. Не надо сразу бежать на реплей. Ваш мозг еще не подготовлен к этому. Просто на реплей надо сначала выработать у нас, опять-таки, чтобы мозг сначала распознавал это все. А чтобы было распознание, вы должны просто на истории это все делать, а не прыгать через один этап. Вот сделали первый, второй, третий, четвертый, и как только вы, допустим, 60-80 таких сделок просто на истории отмечать будете, у вас будет уже какая-то база, и выработается насмотренность, у вас уже мозг будет видеть это. И только тогда у вас будет уже уверенность, потому что вы это делали
Не один раз, не два раза, а 80 раз. Именно это будет вам давать уже уверенность, когда еще не сформирована вот эта вторая часть, когда нет еще вот этой второй части, вы будете уже знать, что цена по-любому должна прийти сюда. А почему она должна прийти? У вас уже логичный ответ есть. Потому что у меня здесь вот аккумуляция была, манипуляция была. Логика движения цены внутри рынка вот через аккумуляцию, манипуляцию, дистрибуцию, и никуда она не денется. А вот это понимание, она приходит именно после бэктеста, после работы на истории. Когда вы делаете один-два раза, то какая может быть здесь уверенность? Вы будете просто гадать, придет ли цена сюда, либо не придет. Но если вы хотите торговать именно с уверенностью, без сомнения, без мандража, без страха, первое — это торговая система. Она обязательна. Если вы хотите получать прибыль через трейдинг, то вы должны соблюдать его правила. Спросите у любого профессионального трейдера, что привело тебя к успеху. Любой ответит, пока я не сформировал свою торговую систему, я терпел неудачи. У любого, прослушайте все интервью, любой, кто, если будет искренне отвечать на этот вопрос, он скажет, это моя торговая система. Пока торговой системы не было, я торговал 50-50. Это фундамент. Если вы хотите, вот вы пришли в трейдинг, мир трейдинга, заработать, да, какие-то деньги. Если хотите реально заработать, то нужно играть уже по правилам трейдинга этого мира. И самое главное правило здесь — это торговая система. Без нее вам ничего тут не светит. Если вы ленитесь, если вы не хотите создавать торговую систему, то вы уже заранее должны быть готовы к потерям, к неудачам. И не вините потом других в этом. Знания, да, это фундамент, но они сами по себе не будут приносить вам пользу, потому что каждый человек, он индивидуален, он не похож на другого. И вы сами уже должны выработать свою систему торговую, исходя из своего характера, из своего темперамента, из своего менталитета. Кому-то нравится скорость, кому-то нравится агрессия, а кто-то любит тишину, спокойствие. И каждый должен выработать, исходя из этого, свою торговую систему. Кто-то любит торговать на агрессивных движениях, а кто-то более в спокойной обстановке. И вы должны уже здесь именно под себя выработать. У вас, когда есть концепция, вы уже должны выбрать, где вы будете торговать. Более агрессивно или более сдержанно, спокойно. Но начало вот этому всему, да, начало — это в первую очередь правильные знания. Без знаний никуда вы ничего не достигнете, потому что вы должны сначала знать техническую сторону каждой концепции. Да? Вы должны понимать, из чего это состоит, из каких это элементов оно состоит. Затем уже вы должны работать с этими элементами, чтобы ваш мозг проглотил это все. То, что вы изучили, это не значит то, что вы уже знаете. Изучение — это только первый этап. Второй этап — это вы должны уже разжевать, проглотить, чтобы ваш мозг это уже знал, допустим, как дважды два. Вот это уже второй этап. И третий — это когда вы придете уже к
составлению вашей торговой системы. Пусть это будет сначала самый простой, самый обычный. Тут не надо как бы перед собой ставить какие-то шлагбаумы, преграды, выдумывать. Начинайте с самого простого, из того, что вы знаете. Вот на истории, вот как вырабатывается торговая система. На истории смотрите, так, значит, МСС был, слом был, FEG, вход. Все. Если вот это я увижу, в следующий раз на истории просто, вы должны просто на истории, вот тут переходите сюда, смотрите. Ага, вот тут SMT было, SMT дивергенция здесь была. Так, вот здесь SMT было. После SMT я должен увидеть, дождаться слома структуры. Вот слом был. Так, после слома я должен увидеть displacement свечи. Значит, одна большая свеча. Ага, вот она есть. Внутри нее есть имбаланс? Есть. Вот. Цена реагирует на этот имбаланс? Реагирует. Оп. Значит, если бы я здесь зашел, допустим, 1 к 3. Стоп ставлю сюда. И у меня был бы просто 1 к 3, РР. Несмотря на уровень таргета, просто 1 к 3. Я бы здесь поймал бы свой профит? Поймал бы. Ага, значит, вот эта модель, она здесь отработала и здесь отработала. Значит, что являются ключевыми условиями для такого сетапа? Первое, значит, было SMT, второй был слом, третий был displacement, вход и 1 к 3 РР. Все. Тупо 1 к 3. Хотя бы так, для начала, в начале. Какие моменты я могу, то есть я не должен входить? Первое, нет SMT дивергенции. Второе, нету слома. Третье, нету FVG внутри дисплейсмента. Если хотя бы один из них не будет сформирован, я пропускаю вход. Я буду торговать только когда все это будет сформировано. Вот это и есть у вас будет А++ сетап. Это и есть, когда вы рискуете своими деньгами ради явной выгоды. Надо понять одно, когда вы, допустим, формируются условия, сетап, но нет внутри него слома, допустим, либо нет SMT. Есть слом, есть displacement, но SMT нету. И вы здесь рискуете своими деньгами. Когда вы теряете один раз, это незаметно. Когда второй раз, тоже незаметно. Но когда вы будете терять свои деньги в 5-й, 6-й, 10-й, 15-й раз, вот 15-й раз, ох, как будет больно вам. И чтобы избежать таких моментов, вы должны выстроить свою систему А++. Самый надежный, самый лучший сетап мой, допустим, который отрабатывает в 8-9 случаев из 10. И просто потом ждете, когда будет сформировано соответствующие условия в рынке, и заходите и забираете свой профит. И при этом вы уже знаете, как вам нужно действовать. Да? Потому что у вас прописано, у вас есть четкий план действий, что вы должны увидеть, что вы должны увидеть, чтобы пропустить торговлю, что вы должны увидеть, чтобы зайти в торговлю. Это для студентов, в основном обращение к своим студентам. В курсе огромный объем материала, объем огромный, да? Но я просто, когда я сам проходил этот путь, для меня просто в первую очередь всегда стояла торговая система.
И я почему-то думал, что все, кто будет обучаться, для них тоже это будет на первом месте торговая система. Но я ошибся. Все-таки мы все люди разные, у всех разное понимание. Большинство, э, когда получают огромный объем материала, то их мозг само собой начинает буксовать из-за м, переизбытка информации. Чтобы привести в порядок именно эту ситуацию, вам надо сначала выбрать одну концепцию. Окей, вы прошли где-то там целый объем, несколько разных концепций. Но для начала мы начинаем, опять-таки, с чего? Да, первая ступенька, да, когда вы поднимаетесь по лестнице, вы же не прыгаете сразу на 10-ю, на 5-ю. Вы делаете шаг на первую лестницу. То же самое и здесь. Вы должны сначала выбрать самый ближайший, самый простой, самый понятный. Изучить его полностью, как это работает. Затем уже переходите ко второму, к третьему, к четвертому. И так в конце вы уже придете к финишу. Окей, давайте разберем теперь неделю. Где были самые лучшие, да, позиции для входа внутри этой недели? Начнем с понедельника. В понедельник, я повторяю всегда, да, для понедельника у нас рейндж всегда, в первую очередь, это рейндж пятницы. После пятницы это полный рейндж прошедшей недели. Рейндж пятницы. Значит, первый рабочий рейндж у нас вот он, вот этот, high и low пятницы. Второй у нас вот здесь high и этот low. Вот он. Просто вот так даже можем сделать. Вот он. И теперь мы должны определить POI внутри нашего рейнджа. Перейдем на H4, либо на D1. POI, я говорил то, что мы POI определяем только на старших таймфреймах. Мы видим на H4 у нас POI находится здесь, на D1 находится вот он, вот здесь. Отмечаем это. Вот D1 есть, здесь H4, вот он. И теперь дожидаемся сессии Нью-Йорка. Неделя открывается с огромным сразу с гэпом, устремляясь опять-таки в премиум массив. И мы здесь должны отметить, значит, где у нас ликвидность. Вот она у нас ликвидность здесь, этот high, а этот у нас уже, если на H1 посмотреть, то тут у нас BPR, да, Balanced Price Range. Соответственно, я это говорил, повторял, каждый стрим повторяю. Если у нас на пути к имбалансу есть BPR, Balanced Price Range, то цена не будет доходить до этого имбаланса. Потому что Balanced Price Range это уже сбалансированный диапазон. И цена, скорее всего, оттолкнется именно от этого диапазона BPR. Формируется азиатская сессия. Азию просто можем делать скип. Я не торгую. И вот в Лондоне, либо в Нью-Йорке можно уже смотреть позицию для входа. Значит, если делать анализы здесь уже по квартальной теории, мы видим, что явная консолидация. Явная консолидация. И мы теперь должны увидеть в Q2. Так, вот. Аккумуляция. Значит, вот тут мы должны увидеть манипуляцию. И цена должна достичь
либо диапазона дневного имбаланса, либо BPR, а с 4 он уже отпадает у нас. Мы видим то, что здесь цена еще не достигла этого уровня. Вот. Вот здесь, вот он. Вот тут мы достигаем диапазона дневного имбаланса и смотрим, есть ли здесь SMT-дивергенция, сформировалась ли. Да, SMT тут явная даже есть. Вот S&P 500 вообще он устремился делать глубокий ребаланс этого рейнджа. Так что SMT здесь есть. И теперь, вот после лондонской сессии, нам здесь нужно увидеть слом структуры. И все. Так. Для слома мы должны отметить swing low, который формирует swing high. Вот этот swing формирует этот swing high. Значит, как только цена пробьет вот этот уровень, значит, это будет у нас подтверждением слома структуры. Бам! Вот, есть. Displacement candles. Вот они, вот они. Массивные, мощные свечи. Внутри него вот формируется уже у нас имбаланс. Можно ставить просто лимитку, если вы не хотите заморачиваться, просто лимитку границы. Стоп за свечу, которая формирует этот имбаланс. И ждем. Бам, протестировали, зашли в позицию. Окей, теперь, куда мы можем таргетироваться? Самый первый явный таргет это будет лоу азиатской сессии. Вот сюда. Посмотрим, какое соотношение прибыли будет. 1 к 4 есть здесь. Нормально, абсолютно нормально, вообще идеально. Подтверждение. Есть. Заработали свой 1 к 3. Все, не смотрите то, что цена вот так ушла, и не жалейте, блин, я не смог, надо было удерживать позицию. Нифига. Ваш план изначальный здесь был какой? Вот, таргет был сюда наведен, поймать лоу азиатской сессии. Ваш план отработал? Отработал. Все, похвалите себя вместо того, чтобы говорить, блин, надо было держать, надо было удерживать позицию. Вы не знали, что цена здесь упадет еще глубже. Ваш анализ отработал вот здесь на 100%. Да, отработал. Все, похвалите себя за это. Скажите, что вы молодец, вы правильно здесь просчитали рынок. Все, а то, что упустили, это не то, что это не ваш недочет. Ваш анализ отработал. Не надо вот это все об этом жалеть. Постепенно вы придете и к этому, чтобы ловить вот это все. На этом этапе не надо, опять-таки, угнетать, либо говорить себе какие-то там слова сожаления. Нифига. Вы здесь отработали, вы правильно сделали анализ, надо хвалить себя, поощрять себя. Вот такие маленькие элементы, они будут формировать позитивную психологию. Позитивное мышление очень важно в трейдинге. Если ваша психика будет неустойчивой, если ваша психика будет реагировать на какие-то мелочные вещи, то торговать с такой психикой будет сложно. Поэтому лучше настраивать себя всегда позитивно. Вы молодец, анализ отработан. Даже если цена еще ушла глубже, не надо жалеть. Ваш анализ вот относительно этого момента, он на 100% отработал, и все.
Если вы не будете сами себя поощрять, то поверьте, трейдинг это мир одиночек. Вас никто здесь не будет хвалить. Вам это будет, если будете ждать похвалы, то лучше не надеяться, а лучше поощрять самого себя. Это может быть казаться сейчас как-то там странно и как-то, о, блин, как это так? Но поверьте, это влияет на вашу психику. Это поможет вам. Итак, здесь, да, мы достигли этого имбаланса здесь. И значит, идея то, что цена должна расширяться в шортовом направлении, она была верной. Теперь нам нужно работать по order flow. На старшем таймфрейме отмечаем ордер блоки и имбалансы, и от отката к этим диапазонам смотрим слом структуры. Начинается новый день. Вот. Байс у нас шортовый. Дневная свеча закрывается в шортовом направлении. Так, H4. Что-то... Вот так сделаем. Все. Вот эта свеча у нас закрылась в шортовом направлении. Вот она. Дальше теперь мы здесь должны увидеть в нью-йоркской сессии одну SMT-дивергенцию в премиуме, чтобы поймать шортовое направление, потому что у нас bias short. А куда наш индикатор делся? Итак, значит, здесь формируется Q1, Азию пропускаем, Лондон тоже лучше пропускаем. Значит, мы смотрим, в Азии формируется low resistant ликвидность, вот она, low resistant. Значит, X у нас получается, то есть Q1 получается у нас односторонним движением, и он автоматически переходит в X. И модель дня у нас формируется через XAMD. И получается, лондонская сессия, она аккумуляция, здесь можно не торговать, пропускаем лондонскую сессию и дожидаемся нью-йоркской сессии. Вот так сделаем. Вот в Нью-Йорке теперь мы должны увидеть манипуляцию. Манипуляцию относительно Q2. Манипуляция может быть в одной из активов триады. Не обязательно в том, который вы торгуете здесь. Так, 9.30, где когда у нас? Вот 9, вот 9.30 здесь. До него сразу. Вот смотрите, стоп. Манипуляция происходит на S&P 500, тем самым у нас формируется здесь SMT-дивергенция. Значит, вот начало нью-йоркской сессии здесь. Так, на М1 был ли вход, давали ли вход здесь? На М1 вот здесь был вход. Вот на этой свече формируется как раз таки SMT-дивергенция. Вот она, это 9.18. Вот здесь формируется SMT-дивергенция. После того, как уже манипуляция была, вот он, SMT есть, нам, что мы должны увидеть? Слом структуры, слом. Swing high, где лоу, который формирует swing high. Вот этот лоу формирует swing high. Мы должны вот здесь увидеть смещение. На M1 это не очень видно.
Привет. Вот на М3 прям отлично. Вот серия свечей медвежьих, внутри которых одна большая свеча формирует у нас, вот она, SMT, то есть имбаланс. Это и есть Displacement Candles. Формируется MSS, Displacement, и если бы здесь вот чисто вот повторяю тот же а, протокол действий, который я недавно расписал, да? SMT-дивергенция, вот она есть, MSS есть, Displacement есть, FEG есть, и значит вход по лимитке вот сюда. Сюда вход по лимитке, стоп за свечу, которая формирует этот имбаланс. Мы вошли в позицию, вот она. И отсюда мы можем просто теперь 1 к 3 хотя бы, если вы будете в начале тренироваться хотя бы так, 1 к 3 ловить. Вот сюда. Это минимум, но этот минимум вам может принести огромную прибыль. Есть отработка. Это мой путь. Я сам так научился торговать. Я не гнался сначала за equal lows, просто 1 к 3. Есть 1 к 3, мой анализ отработал, все, я молодец, закрываю, пропускаю день. Поверьте, когда вы сначала выработаете в себе уверенность вот такую, хотя бы на одной концепции, дальше будет все сильнее, лучше и лучше, потому что ваш мозг будет работать в позитивную сторону. Вы будете видеть свой прогресс, чувствовать свой прогресс, и это будет вас двигать все быстрее, сильнее и сильнее вперед. Это будет вам придавать мотивацию. Практик. Все это у меня есть в курсе, в основном курсе информация по этому поводу. Как надо определять МСС и как надо определять цист. Подробно там уже все разжевано, все объясняется. Вот здесь тоже PO3, смотрите, ребят. Здесь классически опять PO3 формируется. Если спросите, каким образом, вот здесь была аккумуляция, да, вот манипуляция. Если бы вы даже зашли бы в обратную сторону, ну, с таргетом на buy side аккумуляции, вот сюда, сейчас, допустим, на buy side аккумуляции. Вот тут у нас формируется swing low, формируется SMT дивергенция, это на M3. Нам нужно дождаться слома опять структуры. И displacement candle. Вот здесь у нас формируется серия свечей, бычьих свечей. Теперь дождаться надо здесь формирования имбаланса. Вот у нас здесь, так, имбаланс сформировался. Вот он. Ставлю просто лимитку на покупку. Так, и take на buy side аккумуляции. Вот слом есть. И FEG. Вот take есть.
Все работает. Так, это сейчас на М5 было бы лучше. Вот здесь у нас формируется имбаланс. Если даже зашли бы здесь, стоп за свечу, которая формирует имбаланс. Вот тут, если мы зашли бы, стоп за свечу, вот сюда, либо за тело свечи. И тейк сюда, здесь был бы уже почти 1 к 3. Надо нам 1 к 3. Вот, тютелька в тютельку пришли бы здесь. Ну, 1 к 3 можно было бы заработать. И все это по концепции PO3. Все. Самая простая, самая примитивная, но она работает. И поверьте, можно заранее предугадать движение манипуляции, докуда она будет. Вот эту длину. И длину дистрибуции тоже. Длину дистрибуции тоже. Окей, это был вторник. Переходим на... Так, среда. Тоже пропускаем азиатскую сессию. О, Азия уже сразу явно. Азия начинается с икса. Это вообще шоколадка. Вот такие дни прям торговать проще простого. Особенно моим студентам изучите последний дополнительный урок по квартальной теории, и это будет вам самый ключевой, подсказка ключевая. Как надо торговать именно такие моменты, когда Азия формирует такой длинный рейндж. Все там уже разжевано, все ключевые элементы раскрыты. Так, дожидаемся открытия Нью-Йоркской сессии 9:30. Где у нас 9? Вот уже 9:30. Вот здесь. Как раз таки этот момент. Смотрим, есть ли SMT-дивергенция с другими таргетами. Значит, отмечаем аккумуляционную фазу. Вот она. Значит, вот buy side и так, вот sell side. Манипуляций не было, да, ни в buy side, ни в sell side. Просто теперь нам нужно увидеть первое, что манипуляцию. Дожидаемся. Значит, ага, манипуляция была в sell side. Окей. Здесь теперь надо дождаться чего? Слома структуры. Слом структуры в лонг. Мы должны увидеть. Так, это М15. Сейчас. Спускаемся на младший таймфрейм. Значит, вот здесь этот уровень. Берем за слом. У нас свеча закрывается телом выше. Вот тут. И формируется имбаланс здесь. Вот он. Ставим лимитку сюда. Купить. Стоп-лосс уже за этот лоу пусть будет, потому что свинг рядом. Посмотрим, возьмет. Вот, зацепили. Теперь таргет здесь. Вот, это аккумуляционная фаза. Таргетируемся теперь на как раз на buy side аккумуляции. Длинная позиция, вход сюда, стоп сюда. Вот она. На одной этой концепции, на квартальной теории я сейчас скажу вам, за неделю сделал 15 тысяч долларов. Это пруф и доказательства в телеграм-канале у меня есть. Просто это реально сильная концепция. Если
просто взяться за нее серьезно и работать с ней, то можно просто другие концепции отодвинуть в сторону. На одной этой концепции можно хорошо зарабатывать с пониманием движения рынка. Вот здесь как торговать? У меня есть специальный курс торговли по новостям, и там все объясняется. Вот это движение тоже можно было бы поймать. В курсе по торговле на новостях, это как раз-таки, вот тут у нас была среда, это был отчет ФРС. Это самая сильная новость, которая имеется на индексах. И обычно многие не торгуют в этот день, потому что волатильность просто огромная. И мы видим то, что действительно, вот смотрите, цена сделала сколько здесь? Вот, почти 700 пипсов движения. И то это не конец еще. Вот, еще не конец. Давайте посмотрим. Это, в такие дни можно ловить движение, которое обычно цена делает внутри одной недели. Так, вот смотрите, посчитаем сколько. Вот почти 1971. 1000 пунктов. Это обычно недельное расширение обычно бывает. Вот это все движение можно ловить. И как это ловить, объясняется у меня в курсе по торговле по новостям. Дальше. Четверг. И мы вот достигли среды. Это важный момент в среду. И как раз здесь у нас была сформирована SMT-дивергенция месячная. И тут нужно было просто дождаться закрытия свечи от 4-часовой свечи вот этой. Вот она забирает sell side ликвидность и закрывается внутри ренжа вот этой свечи. Вот. Здесь пока это может быть ни о чем не говорить. Но для опытных трейдеров здесь уже был первый сигнал. А для новичков лучше дождаться закрытия свечи и смотреть и увидеть, что бычья свеча закроется телом выше этого. Вот, закрывается здесь. После закрытия этой свечи все, у вас зеленый свет. Почему? Потому что у вас есть месячная дивергенция SMT, подтверждение через candle closers, закрытие свечей на 4-часовом таймфрейме. Все, вот после нее можно спускаться на M15 и искать вход. В нью-йоркской сессии, вот у нас здесь снова, вот это, допустим, этот уровень слом структуры, внутри нее формируется имбаланс, вот он. И если поставили бы даже здесь, просто зашли бы по рынку в бычьем направлении, потому что у нас есть слом, есть candle closers подтверждение, все в лонг указывает. Так, и отсюда длинная позиция, заходим, стоп, вот сюда, и тейк. Не хотите, если рисковать, просто самый ближайший таргет, что? Сессионная ликвидность, сессия PM-сессии, то есть ликвидность PM-сессии, вот она. Если хотите быстрее, да, чтобы наверняка отработал ваш таргет. Вот. Либо здесь закрываете 70% от своего полного открытого лота, оставляете 30-25% на этот таргет. Начинается лондонская азиатская сессия, и есть отработка. Бам, все, в плюсе закрылись. Зная, что вот тут у нас MMXM модель формируется, LMXM модель формируется, но мы еще не достигли оригинальной консолидации. Теперь делаем анализ внутри уже пятницы. Что у нас в пятницу формируется? Значит, продолжение вот этого тренда, вот, продолжается. Это движение, которое началось в предыдущем цикле,
продолжается в Q1 нового цикла. Значит, это что? Это X. А если это X, модель формируется по X AMD модели. И Q2 у нас получается аккумуляцией. В аккумуляции мы не торгуем. Окей, если Q2 аккумуляция, мы должны теперь в Q3 увидеть манипуляцию. Манипуляцию вот здесь. Либо на buy side, либо на sell side. Дожидаемся 9:30. Вот этот. Ждем до отсюда. Так, вот так было. И вот здесь, смотрите, первое движение было в лонг. Мы зачистили buy side ликвидность аккумуляции. Значит, это было манипуляцией. Если это было манипуляцией, значит, дистрибуция будет у нас в шортовом направлении здесь. Итак, уровень цист у нас. Где? Вот этот. Серия бычьих свечей отсюда начинается. Значит, окей, внутри displacement candles есть имбаланс. Есть вот этот самый ближайший, потом вот этот имбаланс. Как бы я вот здесь бы, да, торговал бы. Так. Вот это, когда у нас вот такое импульсивное движение, этот гэп может оказаться breakaway гэпом, который цена не будет тестировать. Поэтому после нее то, что будет формироваться, лучше ставить лимитку именно сюда, на начало. Продать есть. Есть вход, поймали. Вот тут было сформировано, вот тут вошли. Окей. И отсюда просто 1 к 3, если ты будешь заходить даже, зашел, стоп за свечу, которая формирует этот имбаланс. 1 к 3 вот здесь был уже был бы. А ликвидность вот здесь находится. Смотрим, где у нас равные лои. Равные. Значит, вот здесь сессионная ликвидность. Самый первый таргет, куда таргетируется. Вот тут и здесь полка ликвидности. Вот она. Low resistance ликвидность. Смотрим потом, есть ли имбалансы здесь на пути к этим таргетам. Значит, первый имбаланс начинается у нас вот отсюда. Вот. Соответственно, можно таргетироваться до вот этого имбаланса, чтобы, если вы хотите, наверняка поймать. Потому что вот здесь вся эта low resistance ликвидность накоплена. Вот так. Переходим на М3. Да, на М3. И смотрим, как цена. Есть. Вот здесь отработали. Дальше еще глубже опустилась цена. Но нас это не интересует. Главное, мы поймали свою долю, свою часть взяли. Все, отлично. Таким образом, вот эта неделя была у нас отработана. Посмотрим сделки теперь студентов в этой неделе. Так. Я вот докончу скоро работу над сайтом. И потом хочу создать индикатор по профилям. Daily Profiles. По дневным профилям. Я думаю, это будет очень тоже сильный индикатор. Сейчас вот этот индикатор по квартальной теории, он уже почти идеально работает. Вы сами видите то, что показывает прям точно все дни. Это в начале формирования он уже показывает правильное направление. Плюс индикаторы, которые внутри курса IBDA Lookback, это
Там тоже 2 индикатора, я их тоже доработал, они тоже вообще идеально начали уже показывать все с большой точностью. И теперь планирую создать индикатор по дневным профилям, который будет еще дополнительным подтверждением, ну, внутри анализа. Окей, вот здесь у нас начинается понедельник, и торговую неделю начинает у нас Александр вот с этой сделкой своей, с этим анализом. Вот. В азиатской сессии, да, в азиатской сессии он здесь входит. И вот отработка, не здесь, дальше потом отработка была. Но мы все знаем то, что цена пришла в этот диапазон дневного имбаланса, и он получил свой тейк. Затем Шриванс, он уже делал здесь анализ, заранее делал анализ. Вот. Здесь daily имбаланс, и две версии всегда он. Вообще правильно то, что надо всегда рассматривать два варианта. На buy и на sell. Как цена будет работать. У вас уже будет заготовка заранее. Когда у вас заготовка есть, вы знаете, что делать дальше. Первая заготовка. Цена поднимется в премиум, затем опустится в шорт, либо отпустится в дискаунт, потом поднимется в премиум. И брай. Так, лондонская сессия в Нью-Йорке. Вот он. Поймал, отработал. Отлично прям. Вот анализ и отработка анализа. Здесь плюс еще дополнительные инструменты анализа он подключил, чтобы увеличить свой. Это мой. Вот. Как раз таки вот этот прогноз с прошедшей недели, то, что я делал. И, соответственно, этому анализу цена вот пришла, вошел в сделку, вышел здесь на диапазоне дневного имбаланса. Пратик. Вот его сделки вообще тоже мне нравятся в NASDAQ. Был МСС от брейкера, от имбаланса вход выполняется. И вот отработка. Практик вообще молодец. Если бы ты прошел бы еще мой курс, основной курс, то ты бы, наверное, был бы еще монстром в NASDAQ. Потому что у тебя и так анализ получается хорошо. Так, вторник. Вторник открывает у нас Архан. Поймал вот это движение. Так, затем Пратик снова. Он уже здесь. Это был на евро USD. Вот. Отмечает вот эту ликвидность, что цена, скорее всего, заберет эту ликвидность, и мы видим то, что вот отработка, анализ на 100% отработал. И вот его отчет от MetaTrader. Отличная сделка. Это полный глобальный анализ, как он делал. На что он опирался. Премиум дискаунт, дилинг рейндж определяется, аккумуляция, манипуляция и дистрибуция. Александр на NASDAQ снова поймал это движение в лонг. Откатное движение было. Вот. Ибрай снова делает прогноз. И вот отработка этого прогноза. Там идеально. Все приходит с опытом. Вот я помню, то в начале Ибрай было сложно, потому что объемная информация была в курсе, и было сложно все разжевать, это все проглотить. Но вот постепенно это все по местам складывается, и видно вот на его анализах, что человек уже начал понимать, куда надо обращать внимание и каким образом надо делать анализ. Александр снова. Вот его сделка. У, у Саши вообще интересно, настолько часто он торгует, что там превысил лимит торговли. Платформа закрыла ему сделку, бля. О, Евгений, Женя, молодец. Здесь тоже MXM модель. Кривая продаж, кривая покупок. Оригинальная консолидация здесь. А вот прибыль. Это
Так, вот торговля Дениса, аккумуляция, манипуляция и дистрибуция. Вот подтверждение, доказательства. Снова Архан. Поймал тоже это движение лонговое. Немножко, ну, не немножко, это нормальная дистанция. Немножко взял, говорит. Снова Саша. Вот шорт отработал на NASDAQ. Вообще классно. Вот полная отработка. Вход. ИРЛ, ИРЛ, РЛ. Внутренняя ликвидность здесь 4-часовая, она 15-минутной. Вот. И внешняя ликвидность. Поймал снова лонг, ребалансировка вот этого рейнджа. Рискует 200, 1 к 3 сделка, 600 прибыль. Отлично. Вот, человек работает просто 1 к 3. Рискует $200, 200 долларов на риск и 600 прибыль, отработка. И вот анализ. Опять SRT, CRT. 4-часовая свеча закрывается внутри предыдущей свечи. Здесь уже сигнал. Вот тут, пожалуйста, вход. Candle Closers. Вот эта тема, она освещена у меня на уроке в Daily Bias. В YouTube, которая. И вот прибыль. 2 раза по 600, 1200 баксов. Вот. 2 позы. Риск по 200, 6 к 1, 2 позы. Вообще красава. Вот, вторая позиция. Снова 200 риск, 1 к 3, 600 здесь прибыль. О, пратик. На золоте. Вот идеально отрабатывает все. Вот, пожалуйста, отработка. Вот здесь он видно, что человек работает по торговой системе. У него все есть. Вот сначала SMT дивергенция, MSS, SMT моментум. Deals Mark. Это от Декстера. Devil's Mark. Вот когда соблюдаешь строго, все отрабатывает, все получается. Вот вход, и здесь take profit сюда. Вот take profit отработка. Вообще идеально. Денис. Тоже вот аккумуляция, манипуляция, дистрибуция. Вот вам явный пример тому, что я говорил. Отработка концепции PO3. Пропустил. Стоп, стоп, стоп. Вот. Sell под take profit. Снова Саша. В sell зашел. Вот. И цена вот сюда уже достигла почти. Это Женя. Тоже поймал это движение шартовое. Вот 1 к 4 РР. Неплохо. И Брайт то же самое делает анализ. Он здесь сначала неправильно анализ сделал, потом уже писал, переобулся, зашел и поймал это движение моментально. Вот, потом переобулся, пацан дал слово, пацан забрал слово обратно. Да. Цист. И вход в позиции ушел. MXM модель здесь.
полная отработка. Андреас это его сделки. Вообще большой кусок, смачный кусок поймал. Нравится оформление, чисто эстетично выглядит все. Что-то Аслан пропал, его не видно, его сделок. Это Ирина. Сразу узнаю по графику. Неплохо. 200, 200 пунктов. Норм, норм, норм. Классно. Вообще. Стоп очень короткий, риск вообще минимальный риск. Но зато профит какой бешеный. Снова Саша. Так. Риск. Риск. $100 риск. Прибыль $700. 1 к 7. Ну как вам это? Когда я в начале еще один торговал, делился своими сделками, там, 1 к 7, 1 к 10. Блин, такой хейт был, блин, люди не понимали, это фейк, невозможно так торговать, да, это, блядь, нихуя. 1 к 3, 1 к 2 надо торговать, ага, ну вот, вот, студенты торгуют. Вполне это реальная вещь, это можно так торговать и нужно так торговать. Если обучаться, лучше обучаться именно такой торговле, а не 1 к 2, или там хер один, хуй поймешь, что там. Как там некоторые учат. Вообще, у Саши это неделя за неделей просто монстр торговли. Вот отработка. Классно. Вот отработка полная. Вот, и в закрытом сообществе вот другие трейдеры видят, смотрят, он же там делится внутри тоже, он дает хорошие советы. Люди прислушиваются, и другие трейдеры, новички, тоже начинают двигаться в этом направлении. И рост получается более интенсивный, нежели когда ты сам один развиваешься. Вот, Александр. Отличная сделка. Отлично. От брейкера вход. Класс. Вот. 2 раза поймал, и идеальный момент был этот, здесь и тут на 3-минутном таймфрейме. Идеально. Походу, эта неделя только посвящается Саше. Здесь тоже 700. Вообще круто. Снова его сделки. Вот, просто штампуют день за днем. Профирма скоро, наверное, заблокирует тебя за такие трейды. Или, или предложит тебе сразу референс. Отправить, что ты был представителем их. Лонг. Во, 1 к 11 РР. РР 11. Риск $100 и прибыль 1100. Ну, плюс 1100. Как вам? Ну, как вам? Вот вы... Есть люди, которые, блин, не верят, да? Покажите им вот эти трейды. Если там многие сомневались в моих сделках, вот теперь мои студенты также торгуют. Это Андреас пишет. Привет всем, всем скальпинг на лондонской сессии. Сделка завершилась с небольшим стоп-лоссом. Сделка разворот на 4,9 SRE после манипуляций. Сделка на рост 1 к 3. На фоне ликвидности рынок еще не завершил свою миссию. Разворот 4 к 1. NQ запускает блок посредничества High Resistant Zone, поэтому я не хотел допустить большой откат. Так, это вот
О, блин, это вообще мощно же. Все получается, вот это все движение он поймал. И в шорт даже, и лонг, и шорт. Ну, блин. Отличная сделка. Даже 1 к 5 здесь, 4,9. Это вот это. А если считать еще дальше вот это движение. Так, снова он писал: «Сегодня вечером я должен получить обновление по поводу моего первого вывода средств. Завтра утром перед еженедельным обзором я снова свяжусь с Мунизом, чтобы сообщить ему, все ли идет гладко. Итак, вот утро, всем доброе утро. Пусть сумма вывода пока небольшая, я все равно очень рад, ведь такие результаты я показываю стабильно. Спустя 1,5 года в трейдинге я могу сказать, что начинаю зарабатывать деньги и видеть это в своей статистике. Невероятно приятное чувство. Я много месяцев сомневался, потянули все это, но теперь дело пошло. Сейчас я не захожу в сделки с соотношением риска и прибыли ниже 1 к 3, так как точно знаю, как должен выглядеть мой сетап и когда он формируется. Моя лучшая сделка по системе Муниса имела соотношение 1 к 16. 1 к 16, ребята, вот доказательство. Раньше я бы даже не поверил, что такое возможно. Вот, человек сам пишет. Хочу еще раз поблагодарить Муниса за знания, которыми ты делишься с нами так доступно и ничего не утаивая. Наше сотрудничество действительно способно изменить жизнь. Спасибо, бро. Вот, такие комментарии, отзывы, прям, честно, очень приятно слышать, читать, и это вдохновляет еще больше меня самого лично. И тут самая важная вещь, на что я бы хотел обратить ваше внимание, то что, чтобы прийти к такому уровню, по-любому нужно время. Минимум год. Вот он сам пишет то, что потребовался почти 1,5 года, да. И то 1,5 года в начале все равно были какие-то скитания, тупиковые пути, э, где было потрачено просто впустую время. Но именно такое потом дает понимание, когда ты приходишь действительно в качественный курс, у тебя есть с чем сравнить и дать объективную оценку. Потому что ты прошел уже через определенную дорогу, ты увидел там и хорошее, и плохое, тебе есть с чем сравнивать, да. Именно такие люди потом уже ценят действительный труд, мой труд, оценивают достойно, потому что сюда вложено, опять-таки, немало. Я 1 к 16, вот он тоже пишет, вот 1 к 16, это реальные сделки. И вам покажу вот его, кривая. И вот профиты. Молодец, ребята. Честно, очень рад за вас. Я понимаю то, что это не самый легкий путь зарабатывать деньги, но если ты оседлаешь именно это, то когда пройдешь все как бы огонь и воду через это, то потом это трейдинг может приносить тебе огромную радость, да, и спокойствие, опять-таки. Потому что когда ты чувствуешь себя обеспеченным в плане финансов, то хочешь не хочешь, гораздо спокойнее себя чувствуешь, когда у тебя есть уже финансовая безопасность, и ты знаешь то, что ты завтра точно заработаешь. И ты знаешь то, что ты не зависишь ни от кого. Ты не ждешь зарплату, ты не боишься, что там тебя могут уволить, либо твоя фирма, либо компания закроется, либо обанкротится. Ты работаешь сам на себя, а рынок всегда открыт. Тебе нужен только интернет и один ноутбук, либо один телефон. Да, Александр и Пратик прям классно. Очень рад. Реально, очень качественные сделки были, очень точные анализы были. Радует, радует. На этом все, ребята.
Желаю всем хороших выходных. Готовлю, опять-таки, дорабатываю сейчас сайт, затем перейду к созданию индикатора по профилям и буду готовить еще один дополнительный урок по MMXM модели. Именно к этому блоку из основного курса. Если время останется, хочу сделать урок посвященный дилинг рейнджам вообще, как определять рейндж и как работать. Опять-таки, если только будет время, потому что не хватает на все время. Планов огромно, много, что надо сделать. Но один не успеваю. Спасибо за поддержку. Буду рад комментариям, буду рад лайкам, подпискам. Если кто-то желает приобрести курс, пишите в личку. Мне лично, без стеснений, без всякого этого. Я человек простой, открытый. Э, Если у кого-то есть вопросы, тоже обращайтесь, пишите. Буду рад помочь вам. На этом все, ребята. Пока-пока. Всего доброго.